Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы. На канале уже больше 2000 видео разных. Ну и они включают в себя не только ответы на вопросы, тематические видео. Также они включают в себя практики, настрои, саблиминалы, ритуалы, на исполнение желаний и, конечно, на перемены в вашей жизни. Хотите перемен, не можете их приблизить, пожалуйста, есть практики по всем сферам жизни. Слушайте эти практики. С одного раза, конечно, оно работать не будет, без вашего участия это тоже работать не будет, все равно настрой меняется, а действовать все равно нужно вам. Ну и, конечно, помните, я это повторяю в каждом видео, что вы ответственны за вашу жизнь, ваши мысли, ваши действия и ваш настрой притягивают то, что с вами происходит. Поэтому обвинять кого-то, обижаться на кого-то и искать виноватые ситуации или люди, но это вам не поможет. Может быть, на какое-то время это сделает вам, вам будет казаться, что вам стало легче, что вы нашли виноватого. Но поймите, да, даже если вы нашли виноватого, давайте так, вот ваше решение, что кто-то виноват в вашей неудаче, а менять-то кому это все? Тому, кто виноват, но человек, которого вы считаете виноватым, и не чувствует себя таким. А даже если чувствует, так, ну, поможет вам немножко этот человек. Но ведь решение-то принимать все равно вам. Помните об этом. Ну что, сегодня мы посмотрим, что же может произойти, если вы позволите. Как вы понимаете, расклад позитивный. И мы будем рассматривать все карты только с позитивной точки зрения, потому что все карты многогранны. И каждая карта может означать, имеет очень много значений. И, соответственно, мы будем рассматривать именно позитивный аспект советов карт. И, конечно же, тут очень важную роль играет, если вы позволите. Очень часто мы не позволяем позитивным переменам войти в нашу жизнь. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, как всегда, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь, и чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь и готовы, а мы посмотрим, что же произойдет, может произойти, если вы позволите. А вот это самая лучшая, можно сказать, самая лучшая карта в колоде. И эта карта говорит о том, что все самые лучшие перемены, все самые лучшие события могут произойти, если вы позволите. Вы можете достичь того успеха, что вы хотите. И тут по срокам, сроки не очень быстрые, потому что это пентакли, это туз пентаклей, и это может взять где-то год-полтора. Но вы можете достичь успеха на работе, вы можете достичь успеха в бизнесе. Единственное, что здесь я вижу только бизнес, который уже открыт, не новые начинания. Тут я вижу именно результат от того, что у вас сегодня уже намечается и есть. Новый бизнес тоже прекрасно, но новый бизнес возьмет больше времени для того, чтобы достичь полного вот того успеха, что вы хотите в нем. Также по этой карте, если вы позволите
себе, вы полностью можете выздороветь. Ваш настрой и ваше внутреннее состояние, и ваша уверенность. Ну и, конечно, я, как всегда говорю, я не врач, я не ставлю диагнозы, я их не отменяю, я не назначаю лечение, и я их не отменяю. Совет врача и лечение никто не отменял, но ваш внутренний настрой очень важен. И ваше принятие, вот позволение себе быть здоровыми, это концентрация именно на здоровье, улучшение отношений, именно тех, что есть. Я не говорю о знакомствах, еще нет, не вижу я здесь этого, но улучшение межличностных отношений, это не только семья, как партнеры, а это семья в широком смысле этого слова, и улучшение отношений в коллективе. Это как коллектив, в котором вы работаете, если вы на кого-то работаете, так и в вашем бизнесе. Улучшение. И только мы говорим сейчас, единственное условие – это позвольте себе это. Позвольте, примите, да, прежде чем вы к этому подойдете, будут разные события, будут разные люди встречаться, но вот ваш настрой и ваше позволение себе достичь успеха и приведет вас к этому успеху. Вот тут, честно вам скажу, лучшей карты я бы не могла и ожидать, я не могла даже надеяться на лучшую карту, чем это. Может быть, еще мир. Это безграничные возможности. Но эта карта говорит о том, что позвольте переменам войти в вашу жизнь и позвольте себе быть успешным или успешным. Давайте смотрим, что еще произойдет, если вы позволите. Если вы позволите себе, вы увидите разные направления решения интересующих вас на сегодняшний день задач, интересующих вас проблем. Вы сегодня не позволяете себе смотреть в ту сторону, где действительно есть улучшение и конструктивные решения ваших задач, ваших проблем. Вы смотрите туда, где решений нет. Даже по этой карте вы можете видеть, что 8 кубков, а человек хватает, держится за, даже не знаю, что это не рыба. Но он смотрит в другую сторону от кубков, от полных кубков, в которых есть все. Тут даже по символике можно видеть, позвольте себе повернуть ваше внимание на 180 градусов, повернуть ваши верования, ваши стремления на 180 градусов, потому что на сегодняшний день вы себе не позволяете повернуться к решению задач. А задачи по 8, задачи есть. Просто ваше непозволение видеть ясную картину, тут еще играет роль ваша эмоциональность. Как только что-то не получается, вы тут же, у вас тут же взрываются эмоции, и они вам не дают видеть ясную картину того, что происходит, и, соответственно, находить выход из интересующих вас ситуаций. Это как работа, карьера, бизнес, это могут быть и отношения тоже. Поэтому позвольте себе найти решение, позвольте себе увидеть решение задачи. И тут, я же говорю, по 8 задачи есть.
но вы их не можете решить, потому что вы не туда смотрите. Ваши установки, какие-то ваши установки и ограничения мешают вам. И вам тяжело отойти от привычного хода жизни, вам тяжело отойти от того, что вы привыкли, к тому, чему вы привыкли. А вот ваша привычка, знаете, как говорят, привычка – это вторая натура. Ваши привычки, некоторые ваши привычки и не дают вам видеть картины ясно, и не дают вам идти к тем переменам, которые вы бы хотели увидеть в своей жизни. Ну и еще посмотрим, что же может произойти. Кстати, по этой карте вы не позволяете себе отдыхать. Вы не позволяете себе планировать какие-то поездки, потому что здесь я вижу поездку, а вы ее блокируете тем, что вы себе это не позволяете, потому что по соседней карте я могу точно сказать, что возможность есть, возможность вы можете найти для этой поездки, но вы почему-то не позволяете себе планировать эту поездку и планировать этот отдых. Позволите себе, разрешите себе, сможете и спланировать, и поехать. Вот тут есть и поездка тоже. Давайте посмотрим, что же еще может произойти, если вы позволите. Вы знаете, вы себе не позволяете смотреть в будущее. Вы почему-то живете в прошлом. Все ваши прошлые неудачи, прошлые, например, если в отношениях, прошлые отношения, прошлые неудачи, какие-то прошлые неурядицы, вы их не отпускаете. Вы их глубоко затолкали в себя, и вам кажется, что это нормальный ход событий. Хотя, вот я же говорю, по крайней мере, по этим картам, я вижу, что перемены возможны, но вы сами их блокируете. Улучшение возможно, и вы сами блокируете это улучшение. И чем вы его блокируете? Вы его блокируете именно тем, что вы все равно возвращаетесь в прошлые неудачи. И у вас идет, это вы не принимаете как опыт. Вы принимаете это, что если оно произошло уже, оно произойдет еще раз. Но опять же, оно также произойдет еще раз, если вы позволите. Если вы не будете позволять себе жить в прошлом, и будете жить здесь и сейчас, сегодня, и смотреть открытым взглядом в будущее, то вы избавитесь от этого прошлого, оставите его там, где ему место, и, соответственно, и сегодняшняя жизнь, и перспективы изменятся. Позвольте вот этому произойти, позвольте себе убрать все, что связано с прошлым. И я не говорю о том, не говорю о позитивных вещах, я говорю о негативных, потому что если бы вы концентрировались на прошлых победах, на прошлых прекрасных опытах, на том, что происходило в прошлом позитивного, то у вас бы и вопросов не стояло на сегодня и на завтра. Вы бы и не смотрели расклад, потому что у вас все бы шло так, как вы хотите. А вы смотрите, потому что вы хотите совет, вам нужен совет, вам нужно, чтобы кто-то вас поддержал. И я вас поддерживаю и говорю вам, что все у вас возможно. Позвольте себе быть счастливым и успешным. Да, это во многих случаях работа над собой и многократное повторение. Но все это возможно, и все это в ваших руках. Вот по этому раскладу я вам точно могу сказать, я даже не вижу людей, которые вам мешают. Нет,
Вот по раскладу, по крайней мере, таких людей нет. Есть ваши прошлые негативные опыты, которые вы тащите с собой через вашу жизнь. Если вы решите быть счастливыми, если вы позволите себе позитив, позволите себе сконцентрироваться на позитиве, никто не говорит, вот концентрируясь на прошлом позитиве, вы привлекаете еще больше позитив. Концентрируясь на прошлом негативе, вы его и притягиваете. Может быть, не в той степени, как, потому что у вас еще страх идет этот. Раз это было, значит, это может еще произойти, и ваш страх не дает вам двигаться вперед. Конечно, я смотрю, когда я делаю расклады, все всегда упирается в какой-то страх. Страх неудачи, страх непринятия, страх того, что произойдет не то, что вы хотите. Но вы концентрируетесь на страхе, и, соответственно, вы и получаете еще больше страха. Поэтому позвольте себе быть успешными, позвольте себе идти к улучшению, к выздоровлению и смотрите на ситуации не с точки зрения эмоций, а с точки зрения анализа и спокойствия.